Сегодня Владимир Зеленский опубликовал попавшую к нему презентацию политтехнологов «Единой России» о положении дел перед выборами в Государственную Думу. Зеленский показал два интересных слайда. Сразу скажу, слайды эти вызывают доверие. Они соответствуют подобным презентациям, которые я видел сам, и публичной информации, которую мы знаем, поэтому их вполне можно обсудить. Первый слайд с рейтингом Владимира Путина. Он снижается и составляет сейчас, судя по презентации, 63%, а к выборам прогнозируется его падение до 55%. Забавно, что технологи прогнозируют в ближайшие месяцы рост рейтинга Путина, а потом опять падение. Эти цифры на самом деле для власти не очень проблемные. Даже 55% рейтинга – это, конечно, меньше привычных 80%. Это плохая тенденция, но это сильно выше линии каких-то проблемных значений. Проблемная тенденция, конечно. Даже провластные политтехнологи ожидают падения рейтинга в рамках одного года аж на 20%. Но это проблемы не немедленные. Что интереснее, это слайд с рейтингами политических партий. Там сказано, что в данный момент рейтинг «Единой России» составляет 27%. Дальше с примерно равным рейтингом, вокруг 13%, идут «Новые люди» и КПРФ, а дальше ЛДПР и СР. Гораздо интереснее тут прогноз к выборам, которые скоро пройдут. К 20 сентября политтехнологи ожидают падение рейтинга ЕР до 22%, подъем рейтинга «Новых людей» до 17%, а КПРФ до 14%. Еще около 31% либо не определились пока с выбором, либо собираются голосовать за другие партии. Эти данные для власти более проблемные по нескольким причинам. Во-первых, к выборам прогнозируется довольно низкий отрыв «Единой России» от второй партии. И это при том, что значительное количество людей не определилось и в этом рейтинге не учитывается. Сама по себе ситуация, что у ЕР, как сейчас, вот, например, 27% на старте кампании, это не очень большая проблема. Ведь большинство избирателей, которые власть не любят, останутся дома. Им либо неинтересно будет ходить на ничего не решающую, по их мнению, процедуру, либо они не захотят участвовать в спектакле и цирке, либо просто не заметят кампании, либо еще чего-нибудь. При явке же в 40% эти их 27 легко превращаются в твердое и крепкое большинство. При более чем двойном отрыве от второй партии это все выглядит очень убедительно. Одномандатники от ЕР при таких обстоятельствах спокойно проходят, и даже не нужно особенно рисовать, чтобы получить лояльный парламент. Нет, конечно, дорисуют, но это не необходимо. И совсем другое дело прогнозируемая ситуация в 22:17 к выборам. Да еще и с самым неприятным на этих выборах оппонентом, с новыми людьми. Если бы разница такая была с ЛДПР или КПРФ, проблем было бы меньше. Но никто же всерьез не хочет, чтобы ЛДПР или КПРФ были у власти. Это партии еще более провоенные, чем ЕР. На фоне их кандидатов ЕР часто выглядит даже адекватней, конкуренция с ними не проблемна. Новые люди же задуманы как партия для умного городского класса, чтобы забрать либеральные голоса у оппозиции и показать контролируемую либеральную альтернативу. Их кандидаты клоунами выглядеть не будут. Голосовать за них безопасно. В целом граждане могут решить, что надо бы ЕР на новых людей просто заменить. Почему бы и нет? 22:17 это уже не 27:11. Это значит, что во многих округах одномандатник от новых людей будет идти вровень с единороссом, а где-то и выиграет. И, возможно, стратегическое голосование, когда сторонники других партий или вообще те, кто решил дома сидеть, придут и накидают за оппонента единоросса голосов. И тогда уже придется фальсифицировать не для красоты, а для выживания, а это совсем другая картина. Это все еще при том, что к Зеленскому утек, видимо, оптимистичный, а не панический отчет. Там, например, прогнозируется некоторый рост рейтинга «Единой России» в ближайший месяц, хотя с чего бы вдруг. И в целом довольно плавное его снижение и медленный рост рейтинга новых людей к выборам. А ведь может быть и иначе. Если люди, разочарованные всем, почувствуют, что власти можно таким образом вставить пистон, ситуация может быть намного более подвижна. При этом о выборах сейчас в России молчок. И это, возможно, тоже часть стратегии. Сегодня обсудим, как идет подготовка к довольно опасным для власти выборам, которые, конечно, можно нарисовать, но легко можно после них получить всеобщее ощущение надувательства и обрушить рейтинг президента до нуля, что привести может к самым разнообразным последствиям. Так как идет подготовка? Сейчас посмотрим. Только сначала напомню, в описании вы найдете инструкцию со способами, как обойти российские блокировки интернета, в том числе и бесплатными.
Для начала вспомним вообще, как все устроено. В Госдуме заседают 450 депутатов, которых выбирают по смешанной системе. Половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам. Именно поэтому важно, у кого там половина из партии и у кого какой отрыв. Ну, потому что одномандатники все легко выигрываются, если у вас больше половины и большой отрыв. А если вровень идут несколько партий, то непонятно, что с одномандатниками будет. Эта система осталась от настоящих конкурентных выборов, проходивших в 90-е. С тех пор, конечно, добавили много всякого, что затрудняет доступ к выборам и упрощает фальсификации. Но сама процедура все-таки осталась. Людей спросят, как они относятся к власти и кому свой голос отдадут. Именно поэтому эти выборы следует обсуждать. Даже если мы не можем выдвинуть на них свою партию или поддержать того, кого действительно хочется. Конкретно обсудим мы сегодня 5 партий, уже заседающих в Госдуме. Да, формально партий больше. На сайте Минюста висит список из 20 штук. Но некоторые из них прямо сейчас в процессе ликвидации, а другие существуют лишь на бумаге. Третьи же, например, партия пенсионеров, не имеют ресурсов, чтобы пройти в Госдуму, поэтому их участие будет какой-то формальностью такой. Выделяется там среди всех еще партия Яблоко, но о ней мы как-нибудь в другой раз поговорим. Всем остальным придется собирать по 200 тысяч подписей. Борис Надеждин, если что, собирал всего 100. Ну, в общем, следует обсуждать пока парламентские партии, чем мы займемся. Крупнейшая и наиболее ненавидимая партия – это, конечно, Единая Россия. Ее политтехнологи, вероятно, сейчас переживают не лучшие времена. Во-первых, им урезали бюджеты. Ну а еще на 5-м году войны им надо каким-то образом убедить граждан, что четверть века с Путиным и единороссами прошли для России очень хорошо. Что гражданам непременно нужно выдать еще 5 лет контроля за парламентом Единой России. При этом возможностей у Единой России, конечно, много. К их услугам и административная вертикаль, и бюджеты, пусть и уменьшившиеся, но все равно, конечно, очень большие и больше любых других партий. Казалось бы, веди кампанию не хочу. Ну, начали они с праймерис. Их Единая Россия проводит не впервые, и они целиком списаны с западных практик. Мол, у нас не партийные боссы решают, кто пойдет на выборы, а избиратели. В нашем случае избиратели об этом, конечно, не особо в курсе, да и борьба на этих праймерис практически везде выдуманная. В этом году даже закрыли для скачивания подробные данные голосования, потому что 5 лет назад аналитики изучили выложенные данные и получилось смешно. В результате все действительно важные начальства единороссы, председатели всяких комитетов, разные там спикеры и вице-спикеры, конечно, все выиграли. Равно как и обещанные участники СВО. Коммерсант насчитал таких несколько сотен. В Москве военные победили сразу в 6 одномандатных округах из 16. Однако совсем не факт, что все они будут в итоге выдвинуты. Съезд Единой России может в любой момент изменить, что хочет, и выдвинуть не тех, кто победил на праймерис, и такое часто действительно происходит. Федеральную же часть списка, то есть кандидатов, которые его возглавят и будут больше всех светить лицами, определит вообще лично Путин. По избирательному законодательству, конечно, работает совсем не так. Кандидатуры по спискам должны утверждаться тайным голосованием на съезде. Но в прошлые разы Путин на этих съездах выступал и называл тех, кто в список в итоге войдет. Однако выдвинуть список – это полдела. Надо же еще как-то, чтобы проголосовали за него. Тут уж как не фальсифицируй и как не рисуй, все равно нужны какие-то реальные голоса, да побольше, чтобы у избирателя было ну хотя бы 2-3 знакомых, которые искренне поддержали власть. Иначе в придуманные цифры никто не поверит, и может произойти, как было в 2011-м, а то и того хуже. Не очень понятно, что единороссам сейчас писать в агитации. Что, мы против репрессий, войны и блокировок? Или мы против всего, что напринимала и запрещала Госдума? Ну, это звучит не очень убедительно. А если наоборот, мы, мол, за продолжение принятого курса и за стабильность текущего дня? Тоже как-то не очень. Возможно, единственный вариант для них – провести стелс-кампанию. Без особой агитации, не раздражать избирателей, усиленно работать с бюджетниками, которые должны, по их мнению, правильно проголосовать. По возможности всех загнать в дистанционное электронное голосование. Там голосовать не как положено страшнее, потому что никто не верит в его тайность. Ну а тех, кто электронно не зарегистрируется, привести на участок и желательно, чтобы сфотографировали бюллетень с галочкой «Где надо». Но и это все на самом деле довольно сомнительно. Во-первых, бюджетники тоже могут не того, чего надо, накидать.
Во-вторых, такая стратегия компании подразумевает низкую явку, и есть риск. А что если оппозиционно настроенные граждане вдруг возьмут и массово придут на выборы и проголосуют за других? Не решат, как обычно, молча проигнорировать, а придут и накидают. Тогда нужна массовость за партию власти, а ее при стелс-компании не будет, и можно оказаться в ситуации, что в урнах совсем не то лежит, что надо. Какую схему ни возьми, все для Единой России выглядит не слава богу. Дальше разберем 4 других партии и в целом посмотрим на картину. Но сначала небольшая реклама VPN. Посмотрите, пожалуйста. Блокировки соцсетей не только мешают связаться с близкими, но и бьют по бизнесу, причем сильнее, чем налоговая реформа. У малого бизнеса обрубается канал коммуникации даже с постоянными клиентами. Приходится, как в нулевых, печатать флаеры и раздавать на улице. А клиентам лично приходить в салон, чтобы записаться на стрижку. И все острее встает вопрос, какой VPN выбрать, чтобы оставаться на связи и не терять полезные контакты, которые вы собирали годами. Лучшим решением здесь будет завести несколько VPN. Если заблокируют один, можно продолжить работать со вторым. Сейчас, например, Durif VPN дает 3 бесплатных дня для теста, чтобы вы могли убедиться, что сервис этот обходит белые списки и стабильно работает. Durif VPN маскирует трафик так, что провайдеры использования VPN не видят. Поэтому звонки проходят без сбоев даже на парковке, а соединение остается устойчивым. Установить Durif VPN можно буквально за пару минут и к одному аккаунту подключить устройство хоть всей семьи – ноутбуки, смартфоны и даже телевизор. Попробовать сервис можно по ссылке в описании. И если понравится, используйте промокод CATS 25%, чтобы получить скидку. А еще в честь начала лета Durif проводит розыгрыш. Среди призов есть MacBook, последний iPhone, PlayStation 5 и скидки до 70%. Спасибо, что смотрите рекламу. Надеюсь, вы подключили себе несколько VPN-ов и у вас все нормально со связью. Ну, а также вы поддерживаете наших рекламодателей, это тоже здорово. Ну, в общем, продолжим. Теперь поговорим об остальных парламентских партиях. Им, надо сказать, сейчас тоже непросто. В нормальной ситуации, когда партия власти теряет популярность, все, по идее, должны радоваться, ведь выиграют больше мандатов, депутатских мест, бюджетов и влияния. А то и большинство можно взять. Но в нашей ситуации никто радоваться не спешит. Наоборот, некоторые в ужасе. Вдруг кто-то из однопартийцев скажет что-нибудь хлесткое, избиратели оценят, рейтинг подскочит вверх, а потом из ФСБ придут поговорить. И это в лучшем случае. Поэтому все 4 партии ведут себя тихо, а их деятельность заметна разве что внутренним структурам. Понятно, что это все не совсем самостоятельные партии, а скорее такие партийные департаменты путинской системы, отвечающие за определенные категории избирателей. Партийный департамент, ответственный за пенсионеров, это КПРФ. Коммунисты имеют чуть-чуть больше свободы действия, ведь за них голосовали миллионы, когда Путина еще никто и не знал. И идеология у них какая-никакая имеется. Но всякий раз, когда коммунисты, особенно в регионах, начинали, например, дружить с либералами, вместе с ними участвовать в протестах, выдвигать довольно ярких кандидатов и даже побеждать, партийная верхушка во главе с Зюгановым быстро остужала пыл. Зюганов и публично в верности Путину признавался, и безоговорочно войну поддержал. Этим решением КПРФ, конечно, отпугнула от себя недовольных действующей властью. Ее результаты на региональных выборах год от года все хуже. К тому же партия никак не меняет риторику. В 26 году она все так же трясет именем Сталина. При этом коммунисты не были бы коммунистами, если бы сидели совсем спокойно. Они тоже объявили праймерис, причем в советском стиле, на округ по одному кандидату проголосовать можно за или против. Проголосовавших там, правда, всего несколько тысяч. Следующий партийный департамент для буйных – ЛДПР. Основная проблема этой партии в том, что ее лидер, Владимир Жириновский, умер. Он был на всю страну такой один. Новых больше не делают, а голоса приносил только он. Нынешнего же лидера Слуцкого, как сказала Екатерина Шульман, затруднительно людям показывать. На президентских выборах ему пришлось накидывать фальшивые голоса, чтобы он набрал хотя бы 3%, а то совсем уж неудобно. Теперь Слуцкому нужно каким-то образом сохранить фракцию в Госдуме. Сейчас видно, что главная идея компании ЛДПР – это эксплуатация имени Жириновского. Его 80-летний юбилей в этом году справляли максимально пышно, с огромной выставкой в Манеже. Делают вид, что Жириновский с нами, что дело его живет, что голос за ЛДПР – это голос за Жириновского. А то, что тот 4 года назад умер – это вопрос 10.
Собрать голоса на такой повестке трудно. Поэтому, скорее всего, списку ЛДПР будут помогать административным путем. Тем более, что механизм этот уже опробован. И раньше накидывали им голосов 5 лет назад в Уфе и в Петербурге во время президентских. Но если ЛДПР еще могла надеяться на второе место, то «Справедливая Россия» надеется сейчас на то, чтобы перевалить через минимальный 5% барьер. эсеры теперь больше не за правду. Раньше полное название звучало именно так: «Справедливая Россия за правду». Но сейчас этот кусок названия оторвали. Не очень понятно почему. Может, за правду нынче это уже не совсем далеко от «за мир», а тут и до экстремизма рукой подать. Бессменный лидер партии Миронов хочет, конечно, пройти в 9-й созыв. Но кому за него голосовать? Если ты за власть, тебе в Единую Россию. Если ностальгируешь по СССР, то в КПРФ. Если озабочен мигрантами, в ЛДПР. А у «Справедливой России» нет ни предложений избирателю, ни ярких политиков. Разве что в регионах, вроде челябинского депутата Валерия Гартунга, который недавно так пылко рассуждал об экономическом кризисе, что аж матерное междометие пропустил. То давайте посмотрим, что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов, и сейчас еще под 5 триллионов. То есть суммарно около 11 триллионов уже. Что мы с этим будем делать? Словом, если «Справедливая Россия» просто пролетит мимо Госдумы и вскоре после этого тихо где-нибудь умрет, интриги тут не случится. Партия может разве что возродить давнюю идею, с которой 2 десятилетия назад носился Миронов, о защите выхухоли, занесенной в Красную книгу. Кто ж против выхухоли будет выступать? Еще может удержаться за счет хотя бы одного депутата в Госдуме. Речь о главном партийном спонсоре Аксакове. Под него единороссы освободили округ в Смоленской области. Практика тут стандартная. Власть каждый раз позволяет нескольким полностью лояльным депутатам не от «Единой России» избраться в отдельных округах. Единороссы там либо подбираются заведомо слабые, либо просто не выдвигаются. Для власти же это хорошая конструкция. Депутаты, прошедшие таким образом, пусть и от других даже партий, все равно остаются назначенными начальством. Они прошли в парламент не по воле избирателя, а потому что начальство решило, что так надо. Так что в целом такие депутаты от единороссов не очень-то отличаются. Ну и это еще один механизм контроля за партиями. Ведь такие округа для важных людей можно и не давать, если они будут не так, как надо себя вести. Последний партийный департамент для тех, кто окончательно не утратил связь с реальностью. Это новые люди. Партию эту придумали, чтобы собирать голоса городских избирателей, оттягивая их от поддержки неконтролируемых либералов. 5 лет назад новые люди смогли пройти в Госдуму, может быть, на чувство новизны. И в целом на том, что ниша эта на самом деле очень популярная, и каждый раз, когда на ней хоть что-то появляется или кто-то, получается какой-никакой, но результат. У новых людей есть очевидный вариант ведения кампании, который напрашивается сам собой – выступить против власти и всех ее безумных законов, причем громко и прямо. Рейтинг в таком случае улетит в стратосферу. Но поведение такое, понятное дело, крайне опасно. Вот и приходится высказываться чуть ли не шепотом. На аудиторию одних лишь телеграм-каналов. Но даже такое фрондерство на рейтинге сказывается крайне позитивно, вплоть до 2-го места. А так и единороссов опередить можно. Чего, конечно, дело ну уж совсем крайне опасное. Не будет, конечно, сюрпризом, если партия вдруг начнет всеми силами пытаться отпугивать избирателей и сторонников. Например, выдвинет каких-то неприемлемых совершенно кандидатов. Или заставят Дованкова, раз уж он стал публичным политиком, сказать что-нибудь людоедское. Но тут, как ни крути, новые люди самые опасные для ЕР из всех перечисленных, об этом мы говорили в начале. Если составить шкалу отношения к войне, а это центральный вопрос ситуации в стране вообще, и разместить на ней все партии, находящиеся в парламенте, ЕР, КПРФ и СР, и ЛДПР будут однозначно за войну. Причем еще непонятно, кто из них активнее по шкале дальше. А вот новые люди будут на другой стороне этой шкалы. Да, они не так явно и активно высказываются, как, например, я тут на этом канале, или как иные уехавшие из страны спикеры. И даже не так активно, как Яблоко. Но все же Дованков во время президентской кампании хоть очень и аккуратно наговорил, что он за мир. Партию-то собирали как контролируемую либеральную альтернативу для городских жителей и предпринимателей. Это делает ее наиболее отличающейся от текущей путинской повестки просто по определению. Новые люди не антивоенная партия, таких, конечно, в парламенте нет.
Но из всех перечисленных, если выбирать, как проголосовать против военной повестки, они как бы самые очевидные получаются. При этом они системные. Это партия, созданная администрацией президента. Все это знают. Их представитель сейчас зампред Госдумы. Голосовать и агитировать за них не будет восприниматься чем-то опасным. И, возможно, именно поэтому в сценарии, который утек к Зеленскому, новые люди представлены главной угрозой. Если к сентябрю дела у «Единой России» станут совсем плохи, если какая-нибудь партия начнет набирать рейтинг, у власти, конечно, останется понятная опция – фальсификации. Но если все будет так, они будут в некотором смысле уникальными. Это будут не фальсификации устрашения, не фальсификации такие для красоты, когда нужно просто чуть-чуть подкрасить результат, сделать его покрасивше. Ты и так выиграл, но нарисовать себе побольше. Но нет, это будут фальсификации выживания, без которых власть просто проиграет. И да, есть целые регионы, где честный подсчет голосов как опция даже не рассматривается. Например, аннексированные территории, где итоговые результаты рисовали просто от балды, не озаботившись даже разбить их по отдельным участкам. Впрочем, такое бывает не только там. Есть отдельные регионы, где будут стабильные 80% явки и 80% за власть, никакого общественного контроля. Это Северный Кавказ, Татарстан, Тыва, Башкортостан, Кемеровская, Саратовская области. Но не стоит думать, что фальсификации абсолютны. До сих пор есть не просто города, а целые регионы, где считают честно. Не приживается там рисование, и все. Это, например, Карелия и Архангельская область, Екатеринбург и Томск, Новосибирск и Ярославль, Кострома и Иркутск. Может, конечно, всякое случится, но на президентских выборах 24-го, когда война уже пошла на 3-й год, когда масштаб рисования в остальной стране был рекордным, когда уже убили Пригожина, даже в это отнюдь не вегетарианское время здесь решили считать честно. Более того, честно посчитанные участки встречаются и там, где уже привыкли фальсифицировать. Неважно, как это произойдет. Попадется ли член комиссии, решивший соблюдать закон, спрячется ли среди единороссов либерал, который как-то убедит их выполнять процедуры. Может, какое-то поручение сверху до комиссии не дойдет. Или кто-то с кем-то поругается. Важно, что мы все это все равно увидим. Увидим, если, например, в Липецке на 100 нарисованных участков останется 2 честных, и поймем, вот именно так город и голосовал. А представьте, что будет, если «Единая Россия» стараниями Путина и второй службы ФСБ по защите конституционного строя совсем растеряет рейтинг. Все члены комиссии и все избиратели будут точно знать, на территории избирательного округа не появились сторонники власти с минимальной совсем погрешностью. Учителя, которых заставляют рисовать результаты, увидят реальные бюллетени за кого угодно, кроме «Единой России». Они могут, конечно, и тогда сфальсифицировать, но не все и не везде. А где-то это все снимут на камеры так или иначе. Участков много, и что лежит в урнах, мы узнаем. Это могло бы показаться фантазией и утопией, если бы не шел 5-й год войны со всеми последствиями. С последствиями, которые дотягиваются до каждого россиянина. Прилетом в соседний дом, нехваткой топлива, ударом по кошельку, невозможностью позвонить бабушке в деревню. Прямо сейчас, конечно, рано делать детальные прогнозы. Но то, что партию власти ожидает еще более серьезная нестабильность, понятно уже сейчас. И наша с вами задача – никак их положение не упрощать. А лучше подтолкнуть падающих. Попробуем подтолкнуть. До завтра.